От железнодорожного вокзала Россио, который находится в центре Лиссабона, на пригородной электричке еду до станции Портела де Сидра. Это 40 минут. От Портела де Сидра на автобусе под номером 441 еду на пляж Прая даш Масаш. Это еще 30 минут времени. И вот он я. Океан передо мной, сегодня волны. И должен вам сказать, если бы я матерился, я бы сейчас выругался. А так скажу, что... А нечего говорить, это надо видеть. От этого пляжа Прая даш Масаш я иду вдоль побережья к маяку Кабу-да-Рока, который находится совсем рядом с самой западной точкой Евразийского континента, то, что называется край Земли, и куда очень многие мечтают попасть, и я тоже мечтал. Но вот сегодня, наконец-то, моя мечта осуществится. Но, в принципе, то, что я сейчас вижу и вам показываю, тоже край Земли, потому что все это одно и то же побережье. Да, очень волнисто, не покупаться, но не надо тут купаться. Тут надо смотреть и любоваться. Буду смотреть лучшие места на краю Земли. То, что я вижу, вообще запредельное. Зачем сидеть в Лиссабоне? Ума не приложу. Надо ехать сюда. Сюда я доехал грубо за 7 евро. И впечатления... Я даже не знаю, как сказать, какие у меня впечатления. Вы просто посмотрите. И поймете, что у меня нет впечатлений. У меня одни эмоции. Дальше я пойду вон туда наверх, а подниматься буду вот такой лестницей. Поднялся по этим ступенькам, было непросто, да, одышка. И дальше по такой тропинке, по которой время от времени выходишь на утес и балдеешь. Тут фотоаппарат вообще не выпускаешь из рук, потому что все это хочется снять, запечатлить и сохранить на долгие-долгие годы. На этом побережье практически всегда очень ветрено, поэтому даже летом легкая кофта будет не лишней. Если летом в Лиссабоне жара до 35 градусов, то около мыса Рока не бывает теплее 23 градусов. Температура воды тоже приблизительно 23 градуса тепла. Маршрут у меня вдоль всего этого побережья, вон туда, аж на этот маяк. Смотрел по карте, мне показалось далековато, а сейчас понимаю, что пофигу, сколько угодно буду идти, смотреть, любоваться, наслаждаться. Сейчас внимание, и тут... Очень драматично, очень красиво, стихийно. Там дальше внизу есть небольшой пляж. Не знаю, может быть, спущусь и ополоснусь. Не спуститься на этот пляж не получилось, потому что тропа идет именно через этот пляж под названием Прая да Драга. Очень живописная скалистая бухта, возле которой есть парковка. Сюда приезжают в основном португальцы из ближайших населенных пунктов. Тут же есть кафе, в котором я за 14 евро купил себе капучино и сэндвич. А оказывается, если сэндвич не очень, но с видом на океан, тогда все равно вкусно. Поднялся с этого пляжа наверх, одышка ужасная. Это было непросто, но я сразу же вознагражден опять. Пешеходных троп тут много, а я же выбрал самую живописную и, соответственно, самую сложную тропу вдоль скалистого берега. На этом маршруте несколько крутых спусков и подъемов. Детям и людям в возрасте будет непросто их преодолеть. Но зато какой тут завораживающий вид на Атлантику. Волны, разбивающиеся об утесы, которыми изрезана вся береговая линия, и ощущение безграничной силы океана. Все это не способны передать ни фотографии, ни видеосъемки. Именно ради этого стоит выделить целый день не только для посещения мыса Рока, но и для прогулки вдоль побережья, во время которой ты в прямом смысле этого слова почувствуешь жизнь и ее эмоции. Это место, которое сохранило первоначальный вид планеты со всей суровостью и величием. Стихия, перед которой невозможно сдержать восторг и трепет. Я еще не на подходе к маяку, но уже ближе, и тут новые рельефы вырисовываются. Маяк, к которому я иду, был построен в 1772 году вместе с небольшой крепостью неподалеку, которая была важным оборонительным элементом на подходе к Лиссабону. Вот, казалось бы, скальное образование, но фотографируешь его с разных сторон. Потому что вот здесь я вижу, что там внизу есть арка, пещерка, не знаю, как ее правильно назвать. И это хочется запечатлеть. Предстоит очень серьезный спуск на этот пляж. Там я искупаюсь. И потом предстоит опять очень серьезный подъем. Мне пришлось вспомнить, что не 42 мне, а 18 лет и спускаться вот так.
На пляже буду не я один в плавках, есть люди, которые тоже окунаются. Будучи здесь и не ополоснуться, на это совсем уж было бы. Прая да Урса – самый красивый пляж Европы, по мнению мишленовского гида. И на данный момент самый красивый пляж из всех, которые я видел в своей жизни. Обязательно для посещения в любое время года. Пляж для избранных, для тех, кто сюда дойдет. Сидят себе, отдыхают, лежат, целуются, смотрят на это. Класс. Это самый западный пляж континентальной Европы, и общая картина тут более чем романтичная. Из воды заметно возвышаются острые скалы, а за ними выглядывает неровный скалистый ландшафт. Море здесь, как правило, очень неспокойное, и плавать тут опасно. Не рекомендую заходить далеко в воду при таких волнах. Можно не вернуться. Затопило меня немножко. Отлив серьезный, кстати. Сижу, смотрю на все это и думаю, наверное, в ближайшем будущем специально для этого пляжа выделю целый день. Приеду сюда, буду сидеть, наслаждаться природой, читать Черчилля. Заодно сниму, как сюда добраться из центра Лиссабона на общественном транспорте. Все хорошее заканчивается рано и поздно, и мне пора идти дальше. И мне предстоит очень серьезный подъем. Не так страшен оказался этот подъем, как я себе его представлял. Поднялся довольно легко и быстро, и снова, но только уже с высоты, любуюсь пляжем Прая да Урса. Вон там на утесе девчонки делают красивые фотографии. Да, я уверен, фотографии будут красивые. Именно здесь проходит основной туристический маршрут. Все от маяка идут туда, на этот пляж. У меня же путь был в обратную сторону, чему я очень рад. Вот он, маяк. Теперь я ищу ту самую точку, которая считается самой последней точкой в Европе. Но вроде как найдена. Вон там, где крест. Если взять Google переводчик, то здесь написано, что это самый западный кончик европейского континента. Наконец-то я сюда добрался. Это новый маяк, который построили в 1842 году на месте предыдущего старого маяка, о котором я уже упоминал. Свет сегодняшнего маяка в 1000 ватт видно за 46 километров. Весь маршрут со всеми остановками, спусками, подъемами, перекусами занял у меня 4,5 часа. Я считаю, что это немного, но есть маленький нюанс. Я это делаю не летом, не жарко сейчас, хорошая комфортная погода, осень поздняя. А вот если проходить этот маршрут летом, вопросы, конечно же, возникнут, потому что будет очень жарко. Но я бы пошел. Панамку, воду и пошел. И, честно говоря, дальше я не знаю, что делать. Постоять здесь еще, посмотреть на все это дело. Но здесь не так красиво, как там. Вот в чем дело. Продолжить свой путь вдоль мыса или пробовать уже в Лиссабон ехать. В общем, пока думаю. Да, тут тоже есть смотровая площадка. И все, кто доезжает только до маяка, приходят сюда и смотрят вон туда. Принято решение ехать в Лиссабон в хостел. Первое, я уже порядком подустал и проголодался. А второе, отсюда удобно и менее затратно добраться до самого центра Лиссабона. На рейсовом автобусе номер 403, который совершает проходную остановку на парковке между маяком и обзорной площадкой, за 3,5 евро еду до конечной остановки города Кашкайш. И там же пересаживаюсь на пригородную электричку, которая везет меня за 2 евро 80 центов практически в центр Лиссабона, на вокзал Каис де Содре, откуда хоть пешком, хоть на метро, автобусе, трамвае до места ночевки. На этом все. С вами был Бонифаций на мысе Рока.